Приветствую, друзья! По уже сложившейся традиции, сегодня мы, наверное, одними из первых познакомимся с новинкой от компании Litshue, моделью Cadenza 4. Да, которая с динамическим басом и 3 арматурными излучателями от Sonion и Knowles, отвечающими за середину и верха. Настроили наушники, прямо скажем, на уровне флагманских решений от именитых брендов. Добавили звучанию веса, объема, глубины, добились приличной однородности и натуральности, но, естественно, не обошлось без благородного аналогового окраса и цельного такого, ориентированного скорее на макро, характера. Что сказать, у них опять получилась просто сверхлюбопытная модель. О ней сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в небольшой картонной коробке с логотипом Hi-Res Audio и перечнем их технических характеристик. Откуда мы узнаем, что внутри стоит динамик, фирменный арматурный излучатель от Sonion и целых 2 от американской компании Knowles. Причем импеданс всей этой конструкции составляет 15 Ом, а ее чувствительность 102 децибела. В комплект нам положили документацию, круглый черный бокс и 2 набора совершенно разных силиконовых амбушюр. Все они, к сожалению, не очень широкие, так что для тестирования я по-прежнему использовал КБ-07. Кабель выглядит достойно, он толстый, витой, с вилочными коннекторами 0,78 мм и сопротивлением на каждый жил равным 0,14 Ома. Отличный кабель, другого тут и не нужно. Особо же радует, что в комплекте идет сразу джек на 3,5, 2,5 мм и пентакон 4,4 мм. То есть, как говорится, на все случаи жизни. Сами чашечки сделаны из приятного на ощупь материала с отверстием для компенсации, бортиком для удержания амбушюр, пятачком-звуководом, в котором, кстати, просматриваются фильтры от компании Knowles, и металлической лицевой панелью с абстрактными такими скосами. Смотрится это эффектно, сидят они удобно, да и с изоляцией все в полном порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас немного вальяжный по скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1%, что ровно укладывается в норму. Фаза ведет себя естественно, а с возмущениями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ с пологим таким переходом на середину, аналогичная амплитуда выделения области разборчивости, а также акцент на 8 кГц для усиления четкости звучания. Далее нам аккуратненько все притушили и уже после 14 кГц окончательно увели на второй план. Замена насадок, как видите, особой роли здесь не играет. Как и всегда, это очень похоже на легендарные Yanjin Canon 2 и, что совсем уж сюрприз, довольно близко к топовым Moonlight. То есть настройка тут не просто высокого уровня, а буквально зашкаливает, насколько хороша. Звучат же наушники плотненько, насыщенно, в достаточной мере объемно и просто сверхмасштабно. На первый взгляд, как мне показалось, им немного недостает прозрачности и разрешения. Однако на деле все совершенно не так. С 3 арматурными излучателями от Sonion и Knowles наушники просто обречены на потрясающую прорисовку и высочайшую динамику. Ну а не хватает им, на мой взгляд,
только выразительности, и то совсем чуть-чуть. В погоню за максимально линейной, близкой к топовым решениям настройкой АЧХ модель получила спокойную, слегка сглаженную такую подачу с хорошим акцентом на макро и общей натуральности звучания, которая здесь действительно с акустической точки зрения приближена к оригиналу, без перешарпа, чрезмерной яркости, рези или перекачанного баса. Сравнить это можно, например, с Dunu Falcon Ultra на латунных фильтрах, но те куда четче, прозрачнее и выразительнее героев обзора. Хотя, если вслушаться, то Cadenza 4 дают еще лучшую детализацию и гораздо больше всяких мелких нюансов. Но это, как я уже сказал, не на поверхности, а следовательно требует времени и некоторого опыта в вопросе оценки. Они скорее для вдумчивого такого вслушивания в материал, чем для скорости и бешеного драйва. То есть новичкам, скорее всего, не подойдут. При этом они прекрасно сбалансированы, в положительном смысле однородны и просто сверхэмоциональны. Без магнетичного вовлечения, что мы встречали, например, в Falcon Ultra или BGP DMA, но тоже очень круто. Низкие частоты заходят достаточно глубоко, они плотные, в меру текстурные, но какого-то особого акцента на них тут не делают. Серединка тоже весомая, насыщенная, с явно выраженным тембральным объемом, отличной динамикой и чуть завуалированной передачей нюансов. Поначалу кажется, что они уж точно не про техничность, однако, прислушавшись, здесь есть и скорость, и удар, и очень приличное такое разделение инструментов. На их фоне BGP DMA кажутся какими-то хлипкими и чересчур уж воздушными. Впрочем, с воздухом у героев обзора все в полном порядке. Высокие тут, хотя и не подчеркиваются, но, так сказать, весьма ощутимы и в значительной степени влияют на частотный баланс в целом. Вокал, как и положено, слегка выдвигается вперед, характер мягкий, собранный, с уклоном в ровное такое акустически правдоподобное звучание. В сравнении с T-Audio Hype 2 они чуть интимнее, немного жирнее и гораздо спокойнее. Какого-то очевидного лидера среди них, конечно, нет, но обе эти модели я бы точно поставил выше Zigat Daskinka и Into Aura Luster, хотя они и куда детальнее, если на первый взгляд. Тут ничего не поделаешь. Cadenza 4 – это наушники для богатых опытом меломанов, а не для зеленых новичков, которым подавай лишь жир на басу и разрешение, чтобы аж до перешарпа. Из стилистики я бы советовал их для всего акустически сложного, вроде симфонического оркестра, мультиинструментального джаза, чего-то вокально ориентированного или, например, текстурного из современной электроники. При этом они едва ли удовлетворят ценителей всяких агрессивных и скоростных жанров, которым лучше их все-таки перед покупкой будет послушать. Они скорее масштабные, музыкальные, с прекрасным балансом частот и явным таким акцентом на эмоции. Мне очень понравилось. Итогом Cadenza 4 от компании Litschue получила приятные на ощупь материалы, неплохой внешний вид, высокого качества комплектацию, строго укладывающийся в норму искажения и просто шедевральную настройку АЧХ. Так круто обычно делают для сегмента $400 и выше. Начинкой тоже нас, как говорится, не обидели. На басу стоит динамик, а за середину и верха отвечают фирменные арматурные излучатели. Причем завязали все настолько качественно, что даже намека на смену драйвера здесь не чувствуется. Тем же, кто любит все тонко подкручивать под себя, напомню, что в звуководах стоят стандартные фильтры от компании Nose.
В целом же у Cadenza 4 собранный, насыщенный и довольно спокойный характер с прекрасным, но слегка завуалированным разрешением, немного подчеркнутыми верхами, чуть выдвинутым вперед вокалом и очень натуральной, близкой к живому исполнению подачей. При этом тут прекрасное ощущение сцены, словно это не наушники, а серьезная такая акустическая система. То есть сверхкруто, но не для зеленых новичков. А на этом у меня все. Это были наушники Lead Shure Cadenza 4. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!